Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Армении и Азербайджане. Статья в издательстве Минвала З. Баку не станет дожидаться до 2025 года. Это ситуация в Карабахе. Там в этой статье пишется, что Ильхам Алиев, власти Азербайджана не будут ждать, пока российские миротворцы уйдут в 2025 году. Постараются, чтобы они вышли уже в следующем году с территории Азербайджана. Вот на фотографии российские миротворцы. Так, сейчас я ознакомлю, что здесь пишут подробнее. Так, сообщения об обстрелах позиций вооруженных сил Азербайджана вновь приходят с пугающей регулярностью. Более того, стреляют по азербайджанским позициям не только с территории самой Армении. Огонь ведется с позиций армянских бандформирований, расположенных на территории, где временно размещен российский миротворческий контингент. Ну да, постоянно обстреливают вот эти позиции. Там по линии соприкосновения стоит миротворческий контингент. И постоянно все равно обстреливают азербайджанские позиции. Так что многие не понимают, зачем там вообще эти миротворцы нужны. Так, и вот теперь там появился всем известный Рубен Варданян. Тоже он возомнил себя хозяином уже Карабаха. И он там говорит, мы уже здесь надолго, Путин поможет, Путин с нами. Он ставленник Кремля, все уже поняли. Ильхам Алиев сразу выступил против этого назначения. И там этот самый Варданян начал, как сказать, мутить воду. Там митинги протеста начались сразу же. Так, и вот еще такая ситуация, что в августе 2022 года в результате операции «Возмездие» под контроль вооруженных сил Азербайджана был возвращен ряд стратегических высот в Карабахе, в том числе высота Сары-Баба, сейчас покажу вам на карте. Вот Лачин, и здесь чуть выше Сары-Баба. Так, и вот там получилось, что после того, как Азербайджан уже... Ну все, занял эти высоты, армяне стали срочно минировать вокруг, минные поля делать. Причем мины, установленные здесь, были произведены в Армении в 2021 году. Ну, азербайджанцы выкопали, как сказать, эти мины, ну, минеры, и увидели, что они все изготовлены дата в прошлом году. Мол, армяне начали минировать, чтобы азербайджанцы специально взрывались там на этих минах. Причем мины, установленные здесь, были произведены в 2021 году в Армении. И, следовательно, попали в Карабах уже после того, как росмиротворцы взяли под контроль Лачинский коридор. Так, и вот там уже прибыли эксперты и все. Проанализировали, что да, армяне специально все это минируют, чтобы больше подорвалось азербайджанцев. Тем более там уже стали туда... перебрасывать тяжелую технику, хотя уже в договоре было написано, что никаких танков, артиллерии не должно было быть у российских миротворцев, типа в Карабахе. Но эта вся техника пошла на помощь карабахским сепаратистам. Так кому же везут эту всю технику? Армянским бандформированиям, которые за 2 года так и не покинули зону временного размещения российских миротворцев. Так, и вот теперь список претензий уже много к армянам. В общем, даже они, как сказать, российские миротворцы называют Агдерия Мардакертом, Хаджавент Мартуни. И теперь уже даже все эти диппредставительства Азербайджана выразили свой протест. И теперь выразили МИД Азербайджана, Министерство обороны Азербайджана, Служба безопасности Азербайджана. Это уже не случайно, говорит, это вся провокация. А это означает, что теперь и мины обнаружены на высоте Сары-Баба, и технику, привезенную в Лачинский коридор, публично ткнули носом, как минимум, командование российских миротворцев, обозначив простой вопрос, каким образом мины, произведенные в Армении в 2021 году, протащили через Лачинский коридор. Очень много вопросов к миротворцам, так называемым, потому что... Сейчас ниже немножко опущу. Потому что через Лачинский коридор можно было, сейчас чуть выше, непонятно, вот здесь, да. Это ясно, что уже вот здесь, где Ильхам Алиев, вот здесь,
Ясно, что это все миротворцы руководили процессом, и мины, и минометы, и все это техника, что сейчас на вооружении армян, все это под контролем миротворцев. Они стоят там на пунктах этих, на постах и проверяют. Вернее, они вообще ничего не проверяют, что там завозится и что оттуда вывозится. А вот это уже серьезно. Да, через Лачинский коридор спокойно провозят оружие и призывников. Если армянские бандформирования в Карабахе не разоружены, не расформированы, то даже позволяет себе стрелять по азербайджанским позициям на Тертерском, Хаджавенском, Агдамском, Шушинском направлениях. А эти самые российские миротворцы вообще игнорируют, ну, что армяне стреляют, как бы крышуют, типа, да. Вот зачем там эти российские миротворцы? Крышеванием занимаются сепаратистов. Это все, это понятно, что они крышуют. И вот тут сейчас в конце зачитаю последнюю информацию. Реально сейчас военно-силовой расклад не в пользу Кремля. Так, и если в штабе миротворцев об этом забыли, это еще ничего не значит, не меняет. Так, за мечты Арейка Ратюняна, Рубена Варданяна сделать пребывание миротворцев бессрочным и под прикрытием начать заново процесс Миацума, типа, это не будет никак. Так, ну КПП на Лачинском дороге, превращенный в проходной двор, это уже прямая ответственность миротворцев. Если она превращается в безответственность, то это Баку молча терпеть не станут, о чем заявил недавно Джейхун Байрамов. Так. Ну и правильно, сейчас уже начали уже высокопоставленные чиновники говорить, что мы это уже не будем терпеть. Сейчас пока еще ждем, какие шаги Азербайджан предпримет, министр пока не озвучивал. Но в том, что Баку слов на ветер не бросает, мир уже неоднократно имел возможность убедиться. Так что в Москве лучше не обманывать себя, так, типа, на надежду, что Азербайджан не рискнет, не посмеет. Вооруженные силы Азербайджана все посмеют и рискнут. Армянским бандформированием в Карабахе держать в памяти подробности операции «Фарух». Так что нет гарантии, что для своих ответных шагов Азербайджан не станет, ну, не будет ждать этого 25 года, а уже начнет уже операцию, думаю, в следующем году, в 23-м. Ну и вот еще комментарий. Дать 2 недели командованию миротворцев, чтобы очистили от бандитов подконтрольный им участок. Если не справиться, надо очистить Карабах. И от миротворцев, и от бандитов, правильно, сразу, силами вооруженных сил Азербайджана. Время цаскаться с ними закончилось. Вот правильный комментарий. Потому что, да, если бы миротворцы выполняли свои задачи, как по договору, не было этих вооружения, все бы мирно, спокойно, уже не было этих обстрелов. А теперь, если их снабдили уже минометами, пулеметами, пушками, там что только нет. Еще им там еще беспилотники, дронами уже стали этими отслеживать уже и дронами этими, не байрактарами, скоро российские орланы, там уже я информацию имею, что уже используют эти беспилотники. Так что говорю, ситуация накаляется. В следующем году, я думаю, уже что-то произойдет серьезное, уже практически этих миротворцев, думаю, Ильхам Алиев не будет терпеть на территории Азербайджана. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.